Приветствую вас, дорогие мои подписчики и те, кто, блуждая по Ютубу, заглянул сюда, на огонек. Хочу предложить вам практику, достаточно действенную, потому что проверила ее на себе и неоднократно, предлагая другим, получала самые теплые, самые светлые отзывы. Эта практика скорее разрушает все те штампы, которые умело были вложены в наши мозги коучами, менторами и различного рода советчиками. И как всегда, не претендуя на истину в первом лице, предлагаю, прослушав, лишь задуматься и сделать свои выводы. Ну что, полетели? Очень сложно представить, что человек, живущий в изобилии, достатке и благополучии, обращается к практикам. Поэтому эти практики нацелены в первую очередь на то, чтобы уже изнеможденный, вымотанный ситуациями человек пробовал найти решение и помощь хотя бы в этом. Но каждый раз, когда тот, кто нуждается больше всего, пытается нацепить на себя предложенную извне программу в виде аффирмаций, в виде практик, просто подталкивает себя в более разрушительную программу. Кто посмеет поспорить, что если человек пребывает в нищете, окружен со всех сторон кредитами и долгами, но усердно, из раза в раз, повторяя какие-то нелепые, навязанные аффирмации о деньгах и изобилии, в состоянии решить хотя бы одну сложную проблему? Разве мы не сталкиваемся с этим по жизни, когда нечистоплотный, необразованный, беспринципный, грубый человек, у которого ловко получается скупать по дешевке, продавать дороже товар, имеет в найме у себя людей с высшим образованием, а то и с несколькими высшими образованиями? Разве не получается так, что доход не всегда зависит от чистого тела и правильно настроенного мозга? Разве это не разрушительная программа для нашего осознания? Вот и получается, что мы сами добровольно вталкиваем себя в более разрушающую программу. Ну кто поспорит, что, произнося 1000 раз слово «халва», у кого-то во рту от этого станет слаще? Это же истина, которую не следует доказывать. Я, конечно же, постараюсь поделиться теми моментами, которые являются счастливыми для меня. Но уверяю вас, у каждого, кто слушает, должно внутри откликнуться эхом не перечень чьих-то счастливых моментов, чисел, ситуаций. Я не об этом. У нас у каждого есть счастливая обувь, счастливая чаша, счастливая песня. Есть стечение обстоятельств, которые однозначно направляют и согревают нас. Подумайте над этим. Вот что стоит холить, вот что стоит пестовать. И именно эти моменты искать как высший знак благополучия в своей жизни. Есть такая ситуация, которая делает упор на каждодневное исполнение очередных действий. Попробуйте разрушить этот шаблон. Попробуйте взорвать его изнутри, для того, чтобы, желая что-то изменить, реально начало что-то меняться. Это несложно. Самое главное про это помнить. Еще хочу сказать о том, что фортуна, как ни странно, это достаточно капризная и достаточно непредсказуемая дама. Есть варианты, которые предположительно были исследованы и наблюдением были выделены в особую шкалу.
уверяю вас, эти наблюдения, вы в них не входили. Поэтому, обращая внимание именно на свое восприятие, именно на свою реакцию в любых жизненных ситуациях, попытайтесь найти свой ключ к замку фортуны. Попытайтесь найти свой подход к тому колесу счастья, который должен повернуться в вашу сторону. И не ждите особо тех привилегий, которые в одночасье смогут вывести вас на совершенно иной уровень. Все мы абсолютно разные. В этом есть особая прелесть. Поэтому не пытайтесь загнать себя в шаблоны и какие-то рамки, предложенные извне. Я, наверное, должна была начать этот разговор с другой темы, более важной, более весомой. Кто поспорит с этим? Разве не бывало таких моментов, что в одночасье полученный огромный денежный куш был спущен просто как вода в песок? Разве не бывало такое, что человек, рожденный золотой ложечкой во рту, не становился нищим и бездомным? Разве не бывает такого в жизни, когда человек, практически нищий по нынешним меркам, имеет просто благословение и улыбкой, прикосновением может лечить, исцелять души и сердца? Разве это не дар? Ценности у всех разные, и прибегая к каким-либо практикам и работам, предложенным извне, первое, что желательно делать, это прислушиваться к своему внутреннему содержанию, искать тот отклик внутри себя, который вам уверенно, четко и точно подскажет, той ли дорогой вам следует направляться. А еще нужно в душе, не пафосно и словесно, а тихо в душе молить о поддержке тех сил, которые в состоянии решить все проблемы, вывести из любой трудной ситуации. Может быть, именно эти силы называются фортуной. А теперь, для тех, кто дослушал до этого места, поделюсь теми практиками, которыми успешно пользуюсь я. Мне очень нравится, и я в этом чувствую особую поддержку, разрушать те шаблоны, которые ловко навязываются нам извне. Мне нравится достучаться до человека и в легкой непринужденной беседе попытаться вывести на другой уровень восприятия. Мне нравится разрушать устои тех программ, которые четко нацелены на развал, на разрушение. Мне нравится улыбкой и добрым словом выводить людей на спокойствие от тревоги и стресса. Я благодарна вам, что мы были вместе. Делитесь в комментариях своими видениями и ситуациями. Я с радостью постараюсь разобрать их вместе с вами.